В 1981 полиция нашла отпечаток у дверной ручки. Но без подозреваемого полиция не могла сверить отпечаток с миллионом отпечатков в базе данных. 17 лет спустя новые технологии смогли, вдохнув новую жизнь в очень старое преступление. Криминалисты. Ловкость рук. Чарльз Уитлиси был выдающимся архитектором, жившим в начале 20 века. Он первым изобрел метод заливки конструкции бетоном. Он построил все железнодорожные станции в США. Альбукерке — один из наиболее известных городов. Еще Эль-Тавар у Большого каньона, построенный в 1902. Эль-Тавар — это отель и курорт с видом на каньон. Дизайн Уитлиси был эклектичной смесью швейцарского шале и норвежской виллы. У Чарльза было 4 детей, но старшая Иннет своим свободным духом и творческой натурой больше всех походила на отца. Она была статной, красивой женщиной, стройной, высокой, с прекрасными волосами и широкой улыбкой. Иннет отвергла требования семьи поступить в колледж и увлеклась водевилем. В 17 она танцевала под именем Марион Морган. Она также пела с оперой Сан-Франциско. Иннет не вышла замуж, но любила детей. Став старше, она работала гувернанткой, но в 50-е годы вышла на пенсию, переехав в семейный дом на улице Симмарон в Лос-Анджелесе. У нее не было машины, но все в районе привыкли видеть ее на велосипеде. Она часто останавливалась поговорить и поиграть с детьми. Она общалась с ними чаще, чем со взрослыми. В ней было что-то детское. Соседи прозвали ее «Леди на велосипеде». Они хорошо отзывались, она была приятной, беседовала с людьми. После 80 она продолжала ездить на велосипеде, но с возрастом что-то изменилось. Она настолько беспокоилась о том, что грабители могут проникнуть в ее дом, что придумала систему проводов и жестянок, чтобы знать, если непрошенные гости залезут через окно или дверь. 13 марта 81-го сосед заметил, что дверь Иннет открыта. Внутри была кровь. Врачи обнаружили исколотое тело 86-летней Иннет наверху в спальне. Первым на место прибыл детектив Фрэнк Болан. Не думаю, что хрупкая леди оказала сильное сопротивление. Не было необходимости наносить такое количество ран. Спальня была перерыта. Все указывало на ограбление. Несколько ящиков открыты, предметы выброшены на пол. На некоторых вещах и ящиках была кровь. Болан также заметил капли крови на левой стороне лестницы. Человек бежал с места преступления к входной двери. На дверной ручке было пятно крови и отпечаток.
Следователи надеялись, что отпечатки и кровь приведут к убийце. Весь район, включая детей, был шокирован убийством 80-летней Энит Уитлеси. Друзья знали, что, несмотря на свой жизнерадостный характер, она боялась преступников. Не знаю, что это предчувствие или совпадение, но было что-то, что ее сильно беспокоило. Всю свою жизнь она была добра к людям. Как можно поступить так по отношению к прекрасному созданию? Это нечестно. Ее просто изуродовали. Внутри было полно улик, которые рассказали историю того, что произошло в последние минуты жизни Энит. Мы считаем, что человек подошел к входной двери, открыл окно, пролез в него, наступил на пыльное пианино и оставил отпечаток. После достал нож. Мы проследили путь до спальни. Ужасная история. Жертву сильно порезали и несколько раз вонзили нож. На ее правом запястье мы нашли порез, который означал, что, пытаясь защищаться, она подняла руку. В какой-то момент преступник поранился. Это обычное дело, когда нападающий поскальзывается на крови и ранит себя ножом. Преступник ушел по лестнице. Из его левой руки капала кровь. Следователи доказали, что убийца ушел через входную дверь и взял любимый велосипед Энит с крыльца. Ужасно, что человек даже у себя дома не может быть в полной безопасности. Мишель Кеслер собирала кровь дома. Она начала с пианино. Кровь была сухой, хлопьевидной, так что я взяла скальпель и счищала ее на лист бумаги, закрыла, чтобы она дышала, и положила в чистый конверт. Кеслер использовала другую технику входной двери. В то время мы применяли куски ткани, смоченные водой и одноразовые пинцеты, либо чистили пинцеты алкоголем. Специалисты сняли 3 частичных отпечатка с окна. 4-й был найден на арке, ведущей к двери. Это мог быть частичный отпечаток ладони. Следователи сфотографировали отпечатки при наклонном освещении. Это все равно, что посветить фонариком под углом. В темноте на холодильнике не видны отпечатки пальцев, но когда включишь свет и посмотришь со стороны, они есть. Улики рассказали полиции, как совершилось убийство, но они не помогли опознать убийцу. Лишь через 5 лет метод ДНК был впервые использован в криминалистике. Полиция не нашла свидетелей убийства. Соседи не видели ничего подозрительного. Детективы искали зацепки всюду. Я общался с другими детективами. Мы сравнивали запись, отпечатки, но у нас не было подозреваемого. Сравнить отпечатки из дома Энит с отпечатками преступников района было нетрудно. Но сравнить их со всеми в картотеке было невозможно. Пришлось бы перебрать миллион карточек. Если бы был подозреваемый, мы бы вынули карту и сравнили отпечатки, но без подозреваемого. Это было очень трудной задачей. Без совпадения отпечатков дело осталось нераскрытым. Следователи знали, что у преступника 3-я группа крови, и он левша.
Мы знали, что проводится тщательное расследование, и удивились, когда прошло время и ничего не нашли. Пройдет еще 16 лет, пока новая технология даст полиции первую серьезную зацепку. Следователи стараются раскрывать каждое дело. Они принимают преступления близко к сердцу и вкладывают в расследование кучу времени и сил. Дело об убийстве Инет Уитлеси вместе с несколькими другими попало в долгий ящик. Он говорил мне, что за свою службу у него было 3 дела, которые он хотел бы раскрыть перед пенсией. Это одно из них. У него была кровь убийцы с места преступления, отпечатки. Вот, пожалуй, и все. Но спустя много лет после убийства Инет в 81-м ученые совершили грандиозный прорыв в технологии. В наше время персональных компьютеров трудно представить, что тогда мало кто вообще видел компьютер, не говоря уже об использовании. Стандартом были большие, дорогие мейнфреймы. Глядя в будущее, ФБР и компания Lockhart экспериментировали с компьютерными программами по сравнению отпечатков пальцев. Когда изобрели сканеры для снятия отпечатков и научились сжимать и обобщать файлы, родилась АСОО. АСОО означает автоматизированная система определения отпечатков. Она фотографирует свежий отпечаток, сканирует его и затем выдает список кандидатов. Обычно 10, со схожими характеристиками. Новая технология явилась революцией в анализе отпечатков. Не только для новых дел, но и для старых. Время от времени я просматриваю старые дела и прошу проверить отпечатки. Детектив Болан послал 4 отпечатка, найденных в доме Инет Уитлеси, в лабораторию. АСО не нашла пары для 3 отпечатков с окна, но программе повезло больше с частичным отпечатком ладони. Отпечаток был таким маленьким, что мы не знали, что это, палец или ладонь. АСО определила, что это частичный отпечаток пальца, а не ладони. Компьютер нашел 10 человек, чьи отпечатки следовало перепроверить. Мы сможем ввести данные кандидатов и провести сравнение. Мы сравниваем, используя увеличительное стекло. Сравнение отпечатков указало на владельца. Карл Стюарт. Я узнал, что он жил в полумиле от жертвы. У него были давние отношения с отделением Уилшир, в частности, аресты за кражу и тому подобное. По иронии, Карл Стюарт сидел в тюрьме Лос-Анджелеса за рукоприкладство дома. Я поехал к его супруге, которая написала заявление. Я поговорил с ней. От нее я узнал, что он не особенно церемонился с пожилыми. И промышлял кражами. Она также рассказала полиции, что Стюарт высматривал стариков в Беверли-Хиллз, Калвере и Уилшире около дома. И добавила, что Стюарт был левшой. 26 декабря 1996 года детектив Болан с 2 коллегами допросил Карла Стюарта. Вначале я спросил о том, где он жил, и подробности из прошлого. Затем я перешел к убийству. Женщина скончалась от полученных ран. Я этого не делал. Что? Я не делал этого. Вы знаете об этом? Нет.
Вначале Карл Стюарт заявлял, что ничего не знает об ограблении Иннет Уитлеси. Затем он изменил историю. Я видел ее на улице, я помню. Она махала играющим детишкам. Когда мы были маленькими, мы видели ее на велосипеде. Она махала нам. И мы махали ей. Мы с напарником вбрасывали куски информации и улик. Он обдумывал свои слова и в зависимости от улики объяснял, откуда она взялась. Когда Стюарт узнал, что его отпечаток нашли на двери Иннет, он сказал, что однажды заходил к ней, но к убийству отношения не имеет. Окружной прокурор Гайден Заки решал, стоит ли поднять старое дело. Преступление совершено 11 марта 1981 года, когда я учился в школе. Я подумал, какое старое дело? Найдем ли мы, например, свидетелей? Все ли в порядке с уликами? Даже с отпечатком Заки не был уверен, что Стюарта осудят за убийство Иннет. У нас всего лишь отпечаток. Теоретически мы могли бы построить обвинение, но отпечаток можно объяснить как угодно. Остальные улики хранились в полиции 16 лет. Все, кроме главной. Не хватало образца крови Иннет. Потребовался еще один научный прорыв, невозможный в 1981-м, чтобы решить эту проблему и посадить Карла Стюарта на скамью подсудимых. Карла Стюарта отвезли в медпункт при окружной тюрьме и взяли кровь. Ее пометили и отослали мне на анализ. Следователи хотели убедиться, что в доме Иннет Уитлеси была кровь Карла Стюарта. Для этого ученым понадобился образец крови Стюарта, а также Иннет Уитлеси. Но образец крови, Иннет, взятый на вскрытии, исчез везде. Мы сделали следующее. Мы взяли пижаму Иннет Уитлеси. Мы собирались использовать пижаму в качестве образца, потому что она была забрызгана кровью. Маленькие высохшие капли крови в верхней части пижамы поместили в стерильную воду. Вода растворяет пятно и заставляет любые клетки, например, белые клетки крови с ДНК, разрушаться. Они раскрываются, выпуская содержимое, включая ДНК, в воду. Следующий шаг — очистить ДНК. Я пропустил ее через центриконовую трубку. Это фактически фильтр, который делает две вещи — очищает ДНК и собирает ее в малом объеме воды. Затем ДНК многократно копируется в пригодный образец путем реакции цепочки полимераза. Мы отметили голубым 6 генетических маркеров в процессе реакции. Мое пятно совпало с генетическим образцом Иннет Уитлеси. Что касается остальных, там было 8 пятен крови, совпадающих с генетической характеристикой Карла Стюарта. Улики доказали, что Карл Стюарт оставил кровавый след в доме Иннет Уитлеси. Карл Франклин Стюарт оставил след, это его кровь. Что может возразить защита? 17 мая 1999 года Гайден Заки предоставил доказательства убийства Иннет Уитлеси суду. Заки считает, что Карл Стюарт впервые заметил Иннет во время одной из ее поездок на велосипеде. Позже Стюарт проник в дом Иннет через окно, оставив отпечаток на пыльном пианино. Мотивом было ограбление. Наверху Иннет встретила Стюарта. Завязалась борьба, и беззащитная женщина несколько раз поранила свои руки.
Стюарт порезал левую руку и оставил след крови на ступенях. Стюарт оставил частичный отпечаток у входной двери. Этот отпечаток вначале приняли за отпечаток ладони, но позже автоматизированная система опознания отпечатков определила, что это палец. Мы поняли, что нашли его. Благодаря отпечатку и крови мы узнали, что Карл Франклин Стюарт был в доме. Мы поняли, что нашли его. Суду потребовалось 2 часа, чтобы признать Карла Стюарта виновным в убийстве первой степени. Она не заслуживала подобной смерти. Его приговорили к пожизненному сроку без права изменения приговора. Это было первым делом Франка Болана. Несмотря на прошедшие 17 лет, он раскрыл его. Он отдается каждому делу на 110%. Иногда не все получается, но ты стараешься за правое дело. Я люблю с ним работать. Не скажу, что счастлив. Но я убрал с улицы человека, виновного в ужасном деянии. Могу добавить, что пожилые люди, женщины, кто угодно, сейчас в большей безопасности, потому что этот человек за решеткой. Столько разочарований, столько нераскрытых случаев, с которыми ничего нельзя поделать. И вот появляется новая технология. И я рада, что спустя столько лет у нас есть прекрасное оборудование и новые научные изобретения для того, чтобы сажать этих людей туда, где им место. Мне кажется, это замечательно.